Иногда самые простые вещи, которые стоят у нас на столе каждый день, хранят в себе больше смысла и пользы, чем самые модные средства и добавки. Обычная чашка чая, теплая, спокойная, знакомая с детства. Мы пьем чай, когда устали, когда хотим согреться, когда нужно немного тишины. Но редко задумываемся. Какой чай действительно полезнее, зеленый, черный или травяной? И существует ли вообще один правильный ответ? Сегодня давайте разберемся спокойно, без спешки и крайностей, и к концу вы точно будете понимать, какой чай подходит именно вам. Чай – это больше, чем просто листья, залитые горячей водой. Это традиция, это пауза, это ритуал. В разных культурах его пили не ради моды, а ради состояния. Ясности ума, внутреннего тепла и равновесия. Зеленый чай часто называют самым полезным, и не случайно. Он проходит минимальную обработку, благодаря чему сохраняет больше природных соединений. В странах Востока зеленый чай веками считался напитком ученых и монахов, потому что помогал долго сохранять внимание и ясность мышления. Интересный факт. Зеленый чай содержит кофеин, но действует мягче кофе, потому что его воздействие уравновешивается другими природными веществами. Поэтому бодрость от зеленого чая приходит постепенно и держится дольше. Однако зеленый чай не любит спешки и ошибок. Слишком горячая вода разрушает его вкус и делает напиток резким, а употребление натощак может вызывать неприятные ощущения. Это чай дневного времени, когда тело активно, а ум открыт и собран. Он подходит тем, кто ценит ясность, но не нуждается в резком толчке. Черный чай – самый привычный и в то же время самый недооцененный. Его история тесно связана с дорогами, путешествиями и суровыми условиями. Именно черный чай брали с собой в дальние пути, потому что он хорошо согревает и долго сохраняет насыщенный вкус. Интересно, что при ферментации черного чая образуются соединения, которые придают напитку плотность и глубину. Он дает ощущение устойчивой энергии и внутреннего тепла. В холодное время года или после физической нагрузки черный чай может быть особенно уместен. Но у него есть и обратная сторона. Крепкий черный чай в больших количествах способен усиливать внутреннее напряжение и мешать расслаблению. Это чай действия и силы, но не чай тишины. Его важно пить осознанно, понимая, зачем именно он вам сейчас. Травяной чай – самый древний из всех. Задолго до появления чайных плантаций люди заваривали то, что давала природа вокруг. Листья, цветы, кору, корни. Травяные чаи были частью повседневной жизни и семейных традиций. Их не пили наспех. Это был вечерний напиток, напиток разговора и покоя. В отличие от зеленого и черного чая, травяные настои обычно не содержат кофеина и потому не возбуждают нервную систему. Интересный факт. Во многих культурах травяной чай считался не просто напитком, а формой заботы о себе и близких. Каждая трава имела свое назначение. Одни помогали расслабиться, другие согревали, третьи поддерживали силы после тяжелого дня. Травяной чай – это целый мир, где важно не количество, а ощущение после чашки. Так какой же чай все-таки полезнее? Здесь и кроется главный смысл. Не существует одного универсального чая, который был бы полезен всем и всегда. Польза чая в уместности. Утром и днем, когда нужна собранность, подойдет зеленый или легкий черный чай. В холод, усталость или после работы – черный, согревающий и плотный. А вечером, когда день подходит к концу, лучше выбрать травяной чай, который помогает телу перейти в состояние покоя. Самая частая ошибка – пить чай по привычке, не прислушиваясь к себе. Мы часто ищем бодрость там, где на самом деле нужен отдых. Иногда телу нужна не стимуляция, а восстановление, не энергия, а тишина. Есть простое правило, которое помогает не ошибиться. Полезен тот чай, после которого вам спокойно. Если после чашки дыхания становится ровнее, мысли яснее, а внутри появляется тепло, значит, выбор сделан правильно.
Иногда настоящая польза – это не состав и не свойства, а сама пауза. Заварить чай, отложить телефон, сделать несколько медленных глотков в тишине – и этого уже достаточно, чтобы почувствовать равновесие. К слову, на канале «Лесное дело» уже есть много роликов, посвященных различным травам и растениям, их истории, свойствам и месту в жизни человека. Если вам интересна эта тема, вы всегда можете зайти на канал и найти ответы на то, что вас волнует или интересует. Если вам близок такой спокойный, вдумчивый взгляд на простые вещи, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Здесь мы говорим о природе, растениях и традициях без спешки и шума. Спасибо, что дослушали до конца.